fight the friction. So you can't take the pressure. So I start too strong. You can't fight the friction. So Всем здоровеньки! С вами Вася Збубенский, и сегодня говорим об Uncharted The Lost Legacy. Изначально игра позиционировалась как маленькая DLC к четвертой части, но в итоге разрослась в полноценное продолжение. Ну, почти. То есть с маленькими оговорками это такой Uncharted 4,5. Но обо всем по порядку. Первое, что бросается в глаза, это то, что у главной героини не видно жопы, даже когда она приседает. А все из-за строгого индийского наряда, который прикрывает все интересные места. Возникает вопрос, блять, я что, зря платил деньги за игру? Что это за развод? Но уже спустя каких-то полчаса все встает на свои места. Героиня облачается в классические джинсы, и ее булки будут сверкать на наших экранах все оставшееся время. Это же замечательно, ёпта. Если удариться в философские рассуждения и сравнивать эту жопу с пердаком Лары Крофт из последней Tomb Raider, то, наверное, все-таки свое предпочтение я отдал бы Ларисе. Но тут уж дело вкуса. Да и вообще это ведь не самое главное, что можно обсудить, хотя и немаловажное. Я бы мог весь обзор об этом рассуждать, но кто-то может посчитать меня излишне озабоченным. Поэтому я лучше поговорю о том, просвечивают ли сиськи у главной героини после того, как намокнет ее одежда. Как оказалось, ничего подобного тут нет. Видимо, глупая женщина носит бюстгальтер, потому что даже после мытья под струей ничего интересного не видно. Печально. Ну да ладно, как-нибудь переживем. Кстати, разработчики не только управляемого нами персонажа сделали женщиной, но еще и в напарнике к ней приставили бабу. Еще и негритянку. Совсем уж беспредел. Хорошо, хоть она не лесбиянка. Хотя я это не проверял. На самом деле, многие фанаты сериала могут подгореть от того, что мужиков в этот раз задвинули на задний план. Но, на мой взгляд, это, напротив, вносит необходимую новизну и разбавляет атмосферу. Да и стоит признать, что при всей любви к Натану Дрейку, он уже слегка поднадоел и приелся за целых 4 игры. А тут можно отдохнуть от его смешнявых шуточек и постоянных срачей с унылой женой, которая пилит ему мозги и забирает всю зарплату. Короче, небольшая смена акцентов, только на пользу. К тому же, за взаимоотношениями двух женских персонажей очень интересно наблюдать. Я хорошо разбираюсь в мужской дружбе, ну там пивка дернуть, обсудить ситуацию в стране, пощекотать друг друга за анус, по приколу, конечно. А вот в терках между бабами я не разбираюсь, и мне было весьма любопытно заглянуть в этот неизведанный мир. Оказалось, что девушки точно так же друг друга троллят и не смешно шуткуют, но при этом им не чуждо товарищество, взаимовыручка и все такое, что обычно приписывают пацанам. Отчасти игра пропитана нотками феминизма, и разработчики этого не скрывают, рассказывая о сильных, независимых женщинах. А все дяденьки тут либо злобные психопаты, либо просто придурочные клоуны. Но не сказать, что это как-то задело мое мужское достоинство. Я ведь прекрасно знаю, что на самом-то деле бабы годны только для порождения личинок и варки борщей. Кстати, в процессе прохождения выясняется, что наша черная подружка любит обезьянок. Что? Что там? Обезьяны. Похоже, ты рада. Люблю обезьянок. Черная женщина любит обезьян. Расисты, блять! Стоит отметить, что толку от такой напарницы не очень-то и много. В основном она лишь имитирует какую-то деятельность и очень редко себя проявляет как полезный компаньон. Чаще всего просто не мешается и где-то там из-за угла постреливает по врагам. А точнее, мимо врагов. Хе-хе. Что вообще-то странно для девушки с военным прошлым. Сюжет на Lost Legacy, пожалуй, самая посредственная часть серии. Никаких вам неожиданных сюжетных поворотов,
Никаких скелетов в шкафу и Джимов Керри, вылезающих из носорога. Чего, блядь? Совершенно банальная история, где все строится на таких клише по типу, когда один персонаж что-то не договаривает другому, впоследствии это всплывает, они ссорятся, спустя какое-то время снова мирятся, и из-за этого их дружба еще только больше крепнет. Ну, то есть это реально избитый прием. К тому же главный антагонист просто ходячая очкарита с непомерными амбициями и манией величия. С другой стороны, его хотя бы как-то выделяет не самая типичная для злодея внешность, но этого мало. В предыдущей части подонки были более колоритны. Промахнулись создатели и в попытках нагнать драмы. Хлоя постоянно что-то там бормочет про своего отца и их непростые отношения, но это ни чуточку не цепляет. Однако повествование все-таки выезжает за счет того, как неформально общаются между собой главные героини и как со временем меняется их позиция друг к другу. Во многом стоит сказать спасибо актерам и отличной анимации ебальничков, благодаря чему даже не самые виртуозно поставленные кат-сцены воспринимаются как хорошее такое кинцо. Кто-то упрекает игру в том, что в ней якобы стало мало шуток и юморная атмосфера сменилась пафосом и серьезными щами. В частности, об этом говорил Тошка Логвинов. Так вот, во-первых, жирному Тошке походу только и надо, что посидеть на своем промятом до пола диване и посмеяться, закусывая гамбургером и запивая колой. Но это же не комедия по типу 8-го форсажа, чтобы ждать от нее искрометных шуточек каждые 5 минут. Это раз. А во-вторых, юмор тут есть, просто он дозирован и для приключенческой игры его хватает. Персонажи постоянно подкалывают друг друга в комментах, а ближе к концу игры на сцену выходит брат Натана, Сэм Дрейк, и он вообще говорит одними сарказмами. Так что какой-то излишней серьезности я тут не заметил. Это по-прежнему легкое, такое расслабляющее приключение, которое сразу же после финальных титров хочется пройти еще раз. Я бы сравнил прохождение этой игры с поездкой в отпуск или типа того. Lost Legacy – незамороченная, яркая и расслабляющая игрушка на пару вечеров. Это тот случай, когда ты просто отдыхаешь в кресле с геймпадом в руках. Если разбирать игру на ингредиенты, то мы получим примерно следующий рецепт. Это где-то 500 грамм принца Персии пески времени, килограмма 2 отсылок к предыдущим играм серии, щепотка последней Лары Крофт и книга «Глобальная женщина» Барбары Эренрайх. Ну а все остальное это горбатый еврейский нос главной героини. Почему игра напоминает Лару, думаю, объяснять не нужно. А вот ассоциации с песками времени возникли из-за наличия похожих головоломок, причем теперь их реально немало. В одной локации даже приходится передвигать зеркала, чтобы сопоставить солнечные лучи, и это почти прямое цитирование классической игры Ubisoft. К счастью, скучными или чересчур сложными местные загадки назвать нельзя. Современные геймеры не любят думать мозгом в голове, и разрабы это знали, поэтому по-настоящему застрять тут нигде нельзя. Ну а если такое случится и вы совсем обосретесь, то на легком уровне сложности головоломку можно будет пропустить. Но так делают только слабаки, которые упускают весь кайф от решения задачки, почти как в старые добрые времена, когда игры бросали хоть какой-то вызов геймеру. Нашлось место и тонким намекам для взрослых и детей. Например, одно удовольствие наблюдать за тем, как две видные девки ползают по огромному камню фаллической формы. А по сюжету они таки вообще ищут большой такой твердый бивень. И я догадываюсь, зачем. Чтоб продать, блять. А вы что подумали, извращенцы? Ставьте лайк и подписывайтесь, если вы дергаете свой бивень на инстаграм Вупи Голдберг. Приятно удивило, что разработчики даже успели исправить некоторые мелкие косяки, которые встречались в предыдущих частях. Мне даже показалось, что они смотрели мой обзор Uncharted 4. Кстати, ссылку на него вы найдете в описании. Там я отмечал такой слегка вымораживающий элемент, как таскание ящиков. И теперь героиня ровно один раз в начале игры передвинет этот гребаный ящик, и после того, как чуть не угробит им свою подругу, пообещает больше этого не делать. И действительно, в дальнейшем мы, может, парочку раз перетащим какую-нибудь тележку или вагонетку, но никогда больше не вернемся к обоссанным ящикам. Благодаря небольшой продолжительности игра насыщена событиями, пожалуй, даже плотнее, чем раньше.
То есть тут всегда что-то происходит и провисаний почти нет. С другой стороны, похвастаться разнообразием локаций и частой сменой обстановки Lost Legacy не может, поскольку все основное действо разворачивается в Индии. Несмотря на это, мы и по горам полазаем, и по джунглям поездим, и, конечно, пошаримся по всяким там пещерам и древним храмам. Красивых видов тут навалом. Не зря Хлоя постоянно что-то фотографирует на свой смартфон и выкладывает это в социальные сети, где школота пишет ей комменты «Покажи сиськи». Фоторежим, к слову, тоже подкрутили, и теперь присутствует забавная опция смены выражения лица. От милого подмигивания до жуткого плоскостопия ебла. Типа «Как я вижу себя в зеркале» и «Как выгляжу в реальной жизни». Абсолютно не чувствуется, что над игрой работала не основная команда разработчиков. Зато вот изначальную принадлежность к DLC можно заметить невооруженным взглядом. В первую очередь потому, что процентов на 90-95 это четвертая часть по всем геймплейным механикам. Абсолютно ничего нового. Но вообще это можно понять. Сроки были сжатые, и нужно учитывать, что изначально мы вообще должны были получить маленькое дополнение на 1,5-2 часа прохождения, а в итоге имеем 7-8 часов. Так что ругаться как-то совсем не хочется. Встречались мне и забавные баги. Но ничего критичного. Про все остальные элементы, будь то прекрасная физика, шикарная графика и прочее, я уже говорил в обзоре Uncharted 4. Тут все так же замечательно, и технологических инноваций игры хватило бы еще на несколько лет вперед. Отдельно отмечаю великолепное освещение, которое порой создает офигенную атмосферу. К примеру, уже в самом начале, когда попадаем на какой-то чердак, за окном льет дождь, капли стекают по стеклу, и в нем отражается свет от лампы в руке главной героини. Это потрясающе выглядит, и через унылый ютаб никак не передать всю прелесть картинки. Короче говоря, ребятки, делаю вывод, что игра очень добротная и почти тянет на полноценный сиквел 4 части. Но именно что почти. Все-таки новизны маловато. От меня Сапш получает 8,8 мокрых Ларис Крофтовых из 10. Подписывайтесь везде, где только можно подписаться. Ставьте тунцов и лососей. Нахуя вам это нужно? И кормите голубей с балкона. В конце, как всегда, ваши избранные комментарии. Всем до новых встреч!